Привет, народ! Сегодня вот прикупил вот такую вещицу. Так, называется, фирма Mystery. Называется ресивер цифрового эфирного телевидения с функцией мультимедийного проигрывателя. Первоначально хотел приобрести медиаплеер, чтобы воспроизводить на кухне это телевизор стоит, и чтобы там на флешку там фильм какой-нибудь скинуть или передачу, чтобы там посмотреть так, пока там кушаешь или что-нибудь там готовишь. Так, как говорится, разнообразить, а не просто эфирное ТВ смотреть. Вот. Выбор мой пал вот на эту именно фирму Mystery. Взял самый дешевый из всех. Ввиду того, что по отзывам самый дешевый был без нареканий. Смотрел на Яндекс.Маркет. Все остальные там дорогие, там вообще критиковали их вообще по-черному. Этот самый такой лояльный. Из 5, из цифра 5 сама максимальная была, у него 4 стоит по отзывам людей. Так, вот смотрим. Получается, я говорю, хотел медиаплеер взять, а тут выясняется, что получается и медиаплеер, и как цифровая приставка 2 в 1. Смотрим, что у него. Так, поддерживает видеоформаты AVI, МКФ, МТС, МОВ, и тут тому подобное. Кто хочет, может на паузе посмотреть. Так, поддерживает видеокодеки MPEG-4, MPEG-2, и тут такие, так, аудио, MP3, VMA, и все остальное. Там можно смотреть также фотоизображения. Так, выходы. Аудио, видео, выходы HDMI, выход USB разъем, флешки можно сказать, коаксиновый аудиовыход, композиционный видеовход, компонентный видеовыход, стерео аудиовыходы. Так, полностью соответственно, там получается такой русскоязычный, русифицированный у него меню. Самое хорошее то, что за эту цену идет пульт, достаточно нормальный, как нарисовано на картинке. Так, как говорится, делают наши братья китайцы. Так, коробка как коробка. Так, тут у меня пультик еще лежал, другого чтобы. Так, открываем. Так, коробку я открывал, но из нее ничего не доставал. Вместе с вами первый раз все достаем. Так, мизинчики у батарейки идут, там какие-то китайской фирмы. 2 штуки. Так, вот пульт. Вот такой вот пультик. Достаточно, как знаете, как на телевизорах, на DVD проигрывателях. Такой достаточно удобный. У меня есть тоже приставка цифрового телевидения. Там немножко поменьше, и кнопки там нажимать как-то неудобно. Здесь, по крайней мере, мне кажется, достаточно добротно сделано. Скажу, это самый дешевый медиаплеер с ТВ-приставкой. Так, коробку убираю. Разумеется, тут гарантийный талон, который, как обычно, никто не заполняет. Вот видите, да, пусто. У нас гарантия на других бланках заполнялась. И руководство по эксплуатации. Так, здесь у нас так, давайте достанем. Тюльпанчики, всем известные. Коаксиновый кабель, если не ошибаюсь, там называется. 3 входа, 3 выхода. Я буду что перетыкать. Так, вот такая вот приставочка. Так. Ее размеры, ребят. Так, примерно 12 сантиметров ширина, в длину где-то около 20 сантиметров, толщина где-то 4 сантиметра. Вентиляционные, получается, вот эти ребра, отверстия. Так сказать, оперативная панель фронтальная. В
целлофане. Так. Целлофан. Так. Все убираем. Вот. Фирма-производитель, ну и тип данного ресивера. Купил я его за 1240 рублей. Полиэтилен прилипкурка. Так, ну здесь получается где-то вот светодиодик, ну приемник, который принимает сигналы от пульта дистанционного управления. Это, судя по всему, ну, индикатор того, что он включенный. Тут тоже какая-то там лампочка, не лампочка, не знаю. Меню не читал. Так, ну тут под флешку USB входик, ну вот USB. Так, снизу тоже такие резиновые пятачки, чтобы не скользило, если на какой-то скользкой поверхности. По краям тоже, смотрите, у него со всех сторон вентиляционный, видать, нагревается. Из-за этого сделали так. Получается антенны, вход-выход. Так, честно говоря, вот это я не знаю, что такое. А вот коаксиновый или что он там. Вот наши тюльпаны. Входы-выходы. Аудио, видео и 2 аудио. Так, ну вот здесь у нас характеристики. Сейчас приблизим. Ресивер цифровое эфирное телевидение. Напряжение 220. Ну, тут даже написано переменка 100, 240 вольт, 50-60 герц. Номинальное потребление мощности 8 ватт. Срок службы 5 лет. КНР. Так, ну вот HDMI выход есть. Ну, достаточно, могу сказать, внешне интересный, по цене дешевый. Главное, чтобы еще и качество было. Ну, я, в принципе, Яндекс.Маркету доверяю, когда они, как говорится, за свои слова у них, в принципе, там все отвечают люди, которые там пишут. Так, вот такой вот проигрыватель мультимедийный в комплекте с цифровой приставкой. Все в одном. Ну все, народ, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.